Ну, как бы, наверное, нежелательно разбирать. Ну, вот так здесь видно на двухстороннем скотче этот фильтр сидит. Ну, разбираю постепенно конструктор, шлейф не снимаю. Ага, тут солнечную панель положил на крышу, подключил тестер и нагрузку. Всем привет! Камера видеонаблюдения, очередной обзор. На коробке сразу видим информацию краткую, модель камеры. 3-мегапиксельная матрица установлена. Тут же QR-код на скачку приложения. И что может камера выполнять, какие функции имеет. По коробке можно увидеть, что камера с приложением ICC. ICC XMI на компьютере программа CMS, VMS для отслеживания камеры. И это вариант камеры с солнечной панелью. Такой себе, можно сказать, автономный вариант камеры. Краткая инструкция с QR-кодами, все полезное здесь есть. Небольшая инструкция говорит о том, что ничего сложного при подключении камеры, никаких сложностей у вас не возникнет. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Небольшая солнечная панель, как заявлено, 4-ваттная. Отличный корпус пластиковый, то есть ничего не хлипенько, все добротно. 2 резьбовые части, латунные вставки. Можно подумать, что это секция под аккумулятор, но там внутри пусто, просто распайка идет контактов, просто коробочка. Кабель, наверное, 3 метра, и на другом конце micro-USB разъем. По идее, этой панелью можно заряжать даже ваш смартфон. Подзаряжать, потому что панель не очень мощная. Кронштейн для нее же. Можете вы ее установить на кронштейн, можете вы ее просто установить где захотите. Также, прикрутив кронштейн, можете ее установить или на стену, или же на крыша где-нибудь. Фиксатор с джойстиком, джойстик металлический. Различные, вот под разными углами можете менять направление солнечной панели. Ну, понятно, что направлять ее желательно в то место, где будет солнечная активность максимальная. Понятно, что вы ее не будете перенаправлять, лазить, но так настроить ее, где днем максимальное солнце. И сама камера. 2 варианта крепления, потому что камеру крепить отдельно можно, кронштейн можно крепить отдельно. И есть вариант заказать по моей ссылке под видео, кого заинтересовала такая камера. Без карты памяти, соответственно, стоимость комплекта будет меньше на цену карты памяти. С картой памяти на 32 гигабайта, с картой памяти на 64 и 128 гигабайт. По максимуму камера поддерживает карты памяти до 128 гигабайт. И, кстати, хорошие карты памяти укомплектовывает продавец со скоростью U3. Можно брать смело, хороший производитель карт памяти. И сама камера. Сразу берешь вес где-то, наверное, около 400 грамм. Сразу чувствуется качественный пластик, очень классный. Черный soft touch, такой вот, как мягкий такой, именно мягкое такое соприкосновение. 2 антенны. По сути, камера Wi-Fi. Нету здесь поддержки сим-карт мобильного оператора. Камера Wi-Fi может работать у вас дома с вашим домашним роутером. По 2,4 ГГц Wi-Fi 5 не поддерживает. Ну или же, если вы приобретете, к примеру, такой вот 4G Wi-Fi роутер. Делал я вам на него обзор. Отличный вообще вариант. Устанавливаем сим-карту мобильного оператора. Покупаем сим-карту с тарифом, чтобы можно было раздавать интернет. Ну, максимально там с раздачей бесплатной. И подключаете этот роутер. Также он может питаться 5 вольтами от пауэрбанка, может питаться 12 вольтами. Встроенного аккумулятора у него нету. Кому нужен подробный обзор, ссылку оставляю в описании к видео. Или же, если не оставил, пишите, оставлю. Отличный вариант, я им пользуюсь. Сейчас в данной ситуации изредка включаю его. Можно включать его в автомобиле, можно его на улице рядом с камерой. Он полностью герметичен. И именно использовать можно его под открытым небом. Все герметично. Установили его, установили камеру, подключили камеру к Wi-Fi и все. В общем-то, можете отслеживать камеру удаленно из той точки, где нету 220 розетки.
и где нету проводного интернета. По сути, камера, можно сказать, автономная, потому что она имеет встроенные аккумуляторы. Есть такие варианты с солнечной панелью, показывал я вам тоже много образцов различных, где аккумуляторы встроены в солнечную панель. Тот вариант не очень хорош. Не очень хорош тем, что камера, понятно, без солнечной панели не будет работать. И то, что аккумуляторы нагреваются, если они встроены в солнечную панель. Нагреваются, литиевые аккумуляторы не любят сильного нагрева, поэтому это не очень хороший вариант. Данную камеру можно использовать как с солнечной панелью, так можно использовать и без солнечной панели, подключив ее просто же от ее аккумуляторов, если полностью вы зарядили. Кстати, полного заряда аккумуляторов хватит в среднем на 180 дней. Многое зависит, все зависит от количества срабатываний, ИК датчика движения, датчик движения есть. Можно настроить так, что камера будет работать чисто по ИК датчику движения, будет просыпаться. Движение есть. Камера проснулась, пишет видео на карту памяти, присылает вам на смартфон уведомления в приложение. Вы заходите, просматриваете. Если нету никаких движений, камера засыпает. Аккумуляторы режим экономии. В режиме сна минимальное потребление практически не потребляет. Поэтому чем больше движений, напрямую зависит расход аккумулятора. Кстати, очень все качественно. Смотрите, двойная заглушка идет. Большая заглушка. Это мы открываем, резиновая. Смотрите, какая толстая. Толстенная просто. Открываем, и у нас здесь доступ есть до слота под карту памяти. Включатель, выключатель камеры. Кнопка сброса к заводским установкам. И можем подключать микро-USB. То есть обычное зарядное устройство вашего смартфона. 5 вольт, 1,5 ампера, 1,5-2 ампера. И в этом случае, когда мы подключаем питание, просто используем... Так, просто используем, открываем маленькую заглушку именно для питания. И здесь все получается герметично. Ну и понятно, если подключаем от солнечной панели разъем питания, то вот. Именно здесь и соблюдается полная герметичность. Очень классно, плотно зашел. И камера работает. Подключена солнечной панелью. Солнечная панель вынесена в то место, где солнце имеется, солнечная активность. А камера у нас установлена в том месте, где нужно. Понятно, что желательно ее, ну, если есть возможность, где-то под козырек, под крышу от осадков. Но камера полностью герметична. И очень классное, кстати, исполнение. Все герметично, я уже обсматривал. При таком подключении получаем подзарядку аккумуляторов от солнечной панели. В каждом видео по такому комплекту, солнечная панель плюс камера, я вам говорю, что не нужно надеяться на полную зарядку аккумуляторов от солнечной панели. Этого не произойдет. Поэтому перед первой установкой камеры нужно аккумуляторы ее зарядить полностью. Что стоит сделать? Просто подключить камеру обычным кабелем от вашего смартфона и обычным блоком питания, а также от вашего смартфона. И несколько часов потребуется до полной зарядки аккумулятора, встроенного в камеру. И идет адекватная зарядка. Когда я получил камеру и подключил, поставил ее на зарядку, напряжение, вот кабель-тестер показывает, и ток. Ток был около 1 ампера. Говорила о том, что аккумуляторы разряжены и идет максимальная зарядка. И по исходу ток падает. Вот 0,9 вы видите, 0,09 ампера. То есть говорит о том, что система адекватной зарядки, защита от разряда максимального и защита от перезаряда в камере имеется. Поэтому можно смело ставить, без присмотра оставлять. При полной зарядке система аккумулятор полностью отрубит. После того, когда полностью зарядили аккумулятор, можно выносить камеру, устанавливать на место ее установки. Кронштейн, кстати, тоже классный. Здесь все очень качественно. Качественный пластик используется, джойстик. Кронштейн съемный. Если что, можно открутить его от самой камеры. При этом вот так поджав и прокручиваем. В самой камере остается также штативная резьба. Можете использовать ее в дальнейшем. Открутив эти два винта, не буду я их откручивать, снимается вот эта вот часть черная, отодвигается в сторону. Антенна
у нас задействована одна, вот это. Это просто муляж для симметричности, так сделано. И динамик. Кстати, камера имеет и микрофон, и динамик на своем борту. То есть вы можете передавать какие-то через приложение удаленно какие-то фразы в динамик, камера озвучит. Ну и также, зайдя на камеру с приложения на смартфоне, вы можете видеть и слышать, что происходит вокруг. Ну и на карту памяти также пишется со звуком. И здесь имеется динамик, доступ до динамика. Дальше камера закрыта. Чтобы камеру разобрать, нужно, скорее всего, снять вот эту вот переднюю часть, такой вот фильтр. Он приклеен, поэтому, ну, как бы, наверное, нежелательно разбирать. Ну, так как на видео я вам показываю, и мне самому хочется разобрать камеру и посмотреть на аккумуляторы. Заявлено, что установлено 2 аккумулятора по 4000 мАч. Не знаю, хватит ли этого корпуса для установки таких емкостных аккумуляторов, поэтому хочу разобрать и посмотреть. Вот так здесь видно на двухстороннем скотче этот фильтр сидит. Пробовал я уже его подрывать. Есть возможность его поломать, поэтому, ну, как бы, я-то для видео сделаю, а вы уже смотрите сами. И да, двухсторонний скотч используется. И под этим вот фильтром, накладочкой такой, имеются винты, которые мы откручиваем. Ну и внутренности камеры, как обычно, выходят вперед. Опять же, видим конструктор. Кстати, камера имеет и LED светодиоды на борту. То есть белого свечения. Светодиоды, которые будут, ну, на движение срабатывать, включаться. Ну, это можно в приложении их активировать или нет. Это уже на усмотрение ваше. Дальше шлейф. И да, 2 аккумулятора. В общем-то, как заявлено, разбираю постепенно конструктор. Шлейф не снимаю. Есть возможность просто отключить разъемы. Процессор, обозначения. Вот такие вот на самой матрице. То есть модуль с матрицей. ИК-фильтр день-ночь. Ну, то есть все стандартно. Модуль с LED-светодиодами. Посмотрим, двойного назначения или нет. Ну, думаю, инфракрасные-то есть по-любому. Будем видеть дальше. Ну, и тут вот модуль со слотом под карту памяти. Кнопка сброса. Все остальные элементы. Вот здесь. Также разъем для питания. Дальше пошла также Wi-Fi модуль здесь встроен. Антенна была подключена сюда. И видим дальше аккумуляторы. Можно извлекать аккумуляторы. Ага, тут такой вот корпус полностью литой. Все залито. Там, где под антенну сверление, все загерметизировано. В общем-то, корпус отличный. Такие 2 аккумулятора. Заявлено, ну, это 18650 же. Просто в такой вот модуль собрано. Ну, 8000 здесь точно нету. Просто 2 аккумулятора. Какой емкости это надо разбирать, разрезать, замерять. Ну, по-видимому, ну, как я всегда говорю, средняя емкость, ну, где-то 2,5. 2500 мАч одной банки. Ну, вот, по-видимому, здесь где-то 5000. Такое впечатление, что вот место имеется еще под один аккумулятор 18650. Четко под еще один аккумулятор. Кому доработать, то можно доработать. Не знаю, продаются ли такие модули с 3 аккумуляторами. Пишите в комментариях. Но вот, по-видимому, здесь должен быть еще один аккумулятор. И его можно туда будет устанавливать. Перед включением камеры устанавливаю карту памяти. Слот, так, какой стороной, наверное, вот так. Но по-другому навряд ли поставишь. До фиксации. И включаю переключатель on-off в положении on. Ставлю. Синий светодиод мигает. Информационный синий светодиод есть. Wait to be configured. Голосовое сопровождение из динамика точно такое, как при подключении обычной камеры ICC, XMI. Открываю приложение ICC Pro. Желательно, конечно, сделать сброс. Давайте сделаем сброс к заводским установкам. Нажмем кнопку Reset и удержим ее. Так, тоненькое что-то нужно. Больше 10 секунд. Или до голосового сопровождения. Power off. Прозвучало сопровождение голосовое, что настройки сброшены к заводу, не выключайте питание. Wait to be configured.
После этой фразы можем добавлять, открывать приложение и добавлять камеру на приложение. Список устройств. Можете зарегистрироваться. Кто первый раз. Пройдите, регистрация несложная. И будет у вас список устройств. Камерой можно будет пользоваться, использовать ее карту памяти. И плюс, если вы зарегистрированы, использовать облачный сервис. Плюс развернуть, добавить автономный режим. Различные варианты добавления есть. Настроить по Wi-Fi. 5 ГГц не поддерживается. Следующий роутер ваш, к которому хотите привязать. Или домашний, или же вот этот 4G роутер. Выбираете и пароль Wi-Fi вносите в строку. Пошло добавление устройства. Добавилось устройство, серийный номер и новый пароль. Присвойте свой пароль для доступа. Подтвердить. Камера успешно добавлена. Имя можете свое сразу написать. Камера сад, камера огород. Различные настройки по тревоге. Записывать тревожные или не записывать. Записывать, ставим следующий шаг. Выбрасывает нас на список устройств и камера BBB1. Так как сохраняли, так с таким именем она и в списке устройств появляется. Идет прогрузка. При первом подключении спрашивает вас, имеете возможность подключиться к облаку, к облачному хранилищу. Подтвердить или отменить. 30 дней дается бесплатно, потом плата там чисто символическая взимается. Картинка с камеры. Камера полностью работает без проводов, как видите. Проводов нету, по Wi-Fi. При этом синий светодиод, когда камера активно переходит, сейчас светит. Какой-то был мигающий режим. Информация по заряду аккумулятора, информация по карте памяти. Сейчас я ее пока вытащил, вставлю, потому что картинка не прогружалась. Было у меня сомнение, подозрение, что карта памяти виновата. Сейчас вставлю, опять выключу и включу, посмотрим. Уровень сигнала Wi-Fi почему-то не показывается. И сейчас вот в HD качестве была картинка, можно переключать в SD. Но я думаю, при плохом интернете будет автоматом ставиться в худшее качество. Картинка на очень классном уровне. 3 мегапикселя. Широкий очень угол, хороший широкий. По настройкам камеры давайте сразу пробежимся. Шестеренка, основные настройки, название, язык устройства, имеется в виду язык голосового сопровождения. Понятного нету. Устройство автоматически спит. Можно время засыпания ставить, никогда не спать. После 30 секунд, когда нету движения перед камерой, засыпать. Или после 15 секунд, когда движение проходит. Камера еще 15 секунд активна, или 30, и потом засыпает. Или же не спать. И есть возможность подключения Duplex Voice Intercom. После подключения нажмите кнопку внутренней связи, и оба пользователя могут общаться не в режиме рации, а в онлайне. То есть перебивать друг друга и все эти остальные моменты. Раньше нужно было удержал, сказал, человек услышал, отпустил ты кнопку, потом он говорит, ты слушаешь. При включении этой функции, вот новая функция, можно будет слушать, говорить, тут же перебивать пользователя. Это по аудиосвязи. Пароль, разрешение понятно. Управление памятью понятно. Карту памяти вставим. Расширенные настройки. Нет возможности. Не получается, не заходит. Видать, нет поддержки тех настроек. Тревога, оповещение, прием сообщений с мобильного. Будет получать пуш-уведомления по тревоге. Прошел человек. Пришло уведомление, понятно. Облачное хранилище ясно, интеллектуальная детекция, сигнализация обнаружения устройства не будет обнаруживать аварийные сообщения, генерируемые датчиками PIR при выключении. Время обнаружения, чем короче время, тем выше чувствительность обнаружения, зависания и тем выше ложное срабатывание. Время можно ставить, обнаружение, чувствительность выставлять джойстиком, то есть ползунком. PIR detection, time, период. Активно, можно по времени датчик движения активировать. Стоит круглосуточно, с 0 до 0. Каждый день или же по дням. Это все настройка датчика движения. Или по времени, по дням. И период 2. Также можно задавать несколько периодов. Не забывайте все после настроек сохранить. Тогда настройки сохранятся. Ну и об устройстве. ID устройства, ID здесь же устройство, серийный номер. И вам он нужен для того, если вы хотите устройство, будете отслеживать с программы CMS на компьютере. Вам нужно будет забить вот этот вот серийный номер
Там я показывал вам, как пользоваться CMS, VMS. Переходите по ссылке, смотрите. Ну и все тут синхронизировать время. И даже если у вас будет прошивка новая, то здесь можно будет обновлять прошивку, восстановить заводские настройки и перезагрузить устройство, ну если у вас есть доступ к нему. Сейчас камера работает в режиме доступа до камеры через роутер. В домашней сети у меня сейчас идет доступ до камеры. Если я включаю мобильный интернет, также я захожу на камеру удаленно через интернет. Она подключена к роутеру, к моему домашнему, или же к 4G роутеру. Захожу, я включаю на смартфоне мобильный интернет, на камеру такой же у меня доступ будет. Не надо никаких перенастроек делать. Есть вариант камеру подключить напрямую к смартфону. То есть на расстоянии работы Wi-Fi, там 10 метров без помех, камера будет у вас выводить картинку. Можете вы ею управлять, слышать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Говорить в камеру. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Такие моменты. Все на расстоянии вот работы Wi-Fi. Но это если нужно. Второй момент. Многие спрашивают по таким камерам, будет ли она работать без интернета сама. Ну вот взял я ее, например, в поле куда-то. Или на пасеку, или в палатку. Турист на дерево прикрепил. Будет ли она писать на карту памяти и все эти моменты выполнять. Вести запись со звуком, там, светить светодиодами. Все будет она делать и без интернета. Просто не будет у вас доступ на нее. Но также можно напрямую вот подключить ее. Лежите вы в палатке, она в доступе по Wi-Fi от смартфона находится на расстоянии доступном. Вы заходите и видите, что у вас происходит вокруг палатки. Такие моменты все возможны. Камера автономно, можно сказать, будет работать самостоятельно. Вопрос по выключению-включению. Дальнейшее, что будет происходить. Камеру выключили, камера обесточена, выключена. Понятно, доступа на нее нету. Кстати, здесь вот также меняется статус. То, что в онлайн, сейчас камера показывает слип. Ну, то есть в режиме сна, но она выключена. Так, устанавливаю карту памяти. Кстати, очень много моментов вот по видеонаблюдению, по камерам, которые имеют карту памяти. Много проблем приносят вот некачественные карты памяти или бракованные. Поэтому имейте тут в виду, в случае чего, первым делом просто нужно вытащить карту памяти и включить камеру без карты памяти. Так, по идее все, ничего уже не перенастраиваем. Камера сохраняется на том роутере, на который вы ее привязали. Обновляем страничку. Камера онлайн. Захожу. Если нету доступа до камеры, и вот как раз смотрите, кажется тот момент, когда у нас карта памяти и затрудняет доступ на камеру. Ну вот, как раз такой момент и появился прямо у меня в онлайне на видео. Эту карту памяти не хотела камера видеть, прогружать. Мигает светодиод при загрузке. Картинка не открывалась. Установил я точно такую, только другую карту памяти с такими же характеристиками. Картинка прогрузилась моментально. Характеристики по карте памяти тут же есть на главном экране. Ну и также можно зайти уже в настройки, в управление памятью и здесь видеть все. Сколько используется, сколько свободно, то есть занято, сколько свободно. И отформатировать карту памяти. Давайте сразу это сделаем. Вся информация будет стерта, подтвердите, да. Желательно это сделать для адекватной записи с камеры на карту памяти. Успешно отформатировано, все отлично. Карта используется. И тут можете вы выставить, что делать. При заполнении карты остановить запись. Циклично включено по умолчанию. То есть будут ролики потом сверху записываться старых. Или же память заполнена, стоп. Как захотите. Мой XMI-евский видеорегистратор нашел камеру. Вот она в поиске в домашней сети. Так как она привязана к роутеру домашней сети. Камера BBB1. Порт 34567. Давайте посмотрим, добавится ли камера. Пароль запрашивает. Тот, что
вначале присваивали для доступа. Вы не вошли, связанный, есть применить, выход и камера. То есть в домашней сети, вот я беру камеру, вот камера, как вы видите, и получаю с нее картинку. То есть я могу с ней ходить по дому, видеорегистратор будет писать видео на жесткий диск, камера пишет видео на карту памяти, я ее в любом месте прикрепляю дома, и осуществляется запись на жесткий диск. Вы можете заходить на приложение видеорегистратора, отслеживать камеру, ну и брать запись с жесткого диска видеорегистратора. Раз, два, три, четыре. Так, сейчас активирую колонки. Раз, два, три, четыре. Отлично. Даже звук можно слышать в онлайне. Ну и соответственно на жесткий диск видеорегистратора также будет писаться звук. По моменту засыпания тут уже вопрос. Нужно будет проверять. Давайте зайдем через видеорегистратор на настройки камеры. Раздел компрессия. 18 канал. 3 мегапикселя бессменно. Формат сжатия 265X, по сути 264. Число кадров 20 давайте поставим. Но я думаю, что поддержки не будет. Да, 3 мегапикселя, 20 кадров в секунду. Давайте 25 поставим. Думаю, что поставится. Да, 25. Разрешение 3 мегапикселя, 25 кадров в секунду. Ну, кому нужен такое количество кадров, можно ставить. Но я думаю, что с головой хватит. В первый, второй поток можно даже с видеорегистратора, вот видите, вносить все настройки, если вам это нужно. По тревоге давайте посмотрим, какие возможности у камеры. Просто движение, никаких людей, ничего. Просто датчик движения, инфракрасный. Будут ложные срабатывания, сразу вам скажу. Ну, как работает инфракрасный датчик движения, многие знают. Может иногда и на листья, но редко. В основном люди, животные, движущиеся автомобили. Камера будет активна и будет вам присылать уведомления. Ну и также вот на видеорегистратор можно ставить по движению запись. В разделе IP-камера, где делается вход именно на камеру, конкретно все есть. Серийный номер, QR-код, система, версия. Все здесь есть. Домашний IP-адрес внутренний. Настройки изображения также можно регулировать. Все с видеорегистратора. Ну, камера полностью совместима с видеорегистратором. Свет установлен. Режим работы. Кстати, вот этой функции нету почему-то, белого света. Компрессия. Понятно. Далее. Также все эти моменты, антибликовый, BLC, VDR, все можно включать. Обслуживать систему, имеется в виду перезапуск, сброс к заводским установкам, ну и если нужно обновление через USB или же поиск через интернет версии. Ну тут вот самое последнее от 10.08.21 года запрос не найдено. По засыпанию камеры только что проверил, адекватно работает с видеорегистратором. Заснула камера, с видеорегистратора картинка пропала. Походил я взад-вперед, камера активировалась и появилась картинка на видеорегистраторе. Здесь что главное, наверное, нужно присвоить камере, не наверное, а точно, конкретный IP-адрес, чтобы видеорегистратор ее находил под конкретным IP-адресом. Это все можно сделать в разделе CMS, в настройках камеры, в разделе сеть. Меняете, присваиваете конкретный IP-адрес и камера работает. Солнечную панель положил на крышу. Солнечная активность, весна, ранняя весна, никакой такой сильной солнечной активности нету, но солнце светит весеннее. Подключил тестер и нагрузку. И вот показания по вольтажу и по току. Где-то 5 вольт в среднем, это 0,38 ампера. 350 где-то миллиампер при зарядке будет давать солнечная панель при 5 вольтах. Это в среднем. Чуть больше делаю, уже идет просадка по напряжению, недопустимая. Докручиваю, вот уже до 3 вольт просадка идет, то есть где-то 300-350 миллиампер при 5 вольтах.
На тестовое место одновременно я поставил камеру. Кстати, вы также можете устанавливать, к примеру, если временно нужно на сегодня, например, вот здесь снимать, на завтра там, в пределах вот видимости роутера, если вам нужно, к примеру, на видеорегистратор выводить камеру. Чтобы камера была в домашней сети с видеорегистратором, тогда он будет ее видеть. Картинка для такой камеры вполне таки достойная. Понятно, что это не супер картинка, но для вот автономной камеры нормальный вариант. Работает камера адекватно с видеорегистратором, то есть переходит в сон, как положено. Захожу на нее с приложения, то она автоматически просыпается и появляется на видеорегистраторе. Если идет человек, проезжает автомобиль, камера также просыпается, появляется на видеорегистраторе, и сообщение приходит на смартфон в приложении, что какое-то движение перед камерой есть. Сразу заходите, смотрите. Звук с камеры отличный, без каких-то дополнительных лишних, так сказать, звуков, помех. Очень хороший звук с камеры. В динамик понятно, что вы не будете сильно общаться на большое расстояние, не будет слышно. А так под камерой, если человек будет находиться, можно общаться с человеком двухсторонней аудиосвязью свободно. На приложении состояние аккумулятора видно, что идет зарядка, потому что подключена солнечная панель и видна ее активность. Аккумулятор заряжается, в общем-то полностью был заряжен, но аккумулятор потихоньку дозаряжается, и это нормально. На карту памяти вход внизу, сделать фото, записать видео можно, короткий ролик на смартфон. А чтобы зайти на карту памяти, архив записей нажимаем. И здесь выбор: или облачное хранилище, или фото, или видео. Видео. Заходим и заходим на карту памяти. Прогрузка может занимать какое-то небольшое время. Все зависит от качества Wi-Fi в месте установки камеры. У меня она стоит в том месте, где Wi-Fi, смартфон показывает 2 деления. То есть на половину мощности. И все, в общем-то, достучаться до камеры можно свободно и до ее карты памяти. Ролики нажимаем, прогружаются ролики со звуком. Сейчас ролик воспроизводится с картой памяти. По времени, по дате можете выбирать, что нужно, и просматривать. Как обычная XMI-евская камера. Или же выходим в онлайн. Ночная картинка с камеры с видеорегистратора и с приложения на смартфоне. Вполне достойная ночная картинка, без всяких помех. Нету никаких смыливаний, объектив стоит хороший. Что хочу первое плюс заметить: очень широкий угол. Широченный угол. То есть камера будет захватывать очень широко, кому это нужно. Светодиодов LED по идее нету, потому что не вступают они в работу, и нигде в настройках нету включения, выключения LED светодиодов. Присутствуют только ИК светодиоды на борту, мощности которых вполне таки хватает для освещения, вот где-то в пределах 15, наверное, 10-15 метров. Может и больше, если камеру приподнять чуть выше, чтобы она смотрела прямо. По аккумулятору целый день камера на улице, целый день солнечная панель ее заряжала. Аккумулятор, в общем-то, по показаниям, как был заряжен полностью, так и есть. Движущиеся предметы, кстати, не расплываются, нормально держатся, вопросов нету. По карте памяти занято, давайте зайдем. Скажу я вам сразу, что постоянные движения камера практически не засыпала. Иногда переходила в сон, но в основном запись была постоянной. Управление памятью, и вот за целый день использовано 9,7% карты памяти. 29,9%, то есть вот емкость накопителя 29,12%. Оставшаяся емкость 26 и 28. Качество картинки, что днем, что ночью, вполне таки достойное, можно использовать. Такое вот зумирование, как днем, так и ночью. Цифровой зум такой для приближения, рассмотрения каких-либо предметов. Но это как обычно на этом приложении любую камеру. Датчик движения где-то работает примерно около 8-10 метров. 8-10 метров, проезжает автомобиль, идет человек, камера активируется, просыпается и в работу. Кстати, солнечная панель также неплохо справляется, прямо понравилось мне. Пока солнечная активность есть, и даже днем, пока солнце не зашло, панель работает. Понятно, что
малым током, но все равно видно, что индикация показывает, что аккумулятор камеры подзаряжается. Это не лишнее, это не игрушка, а именно рабочий элемент этой всей системы. На сегодня все. Ссылку на камеру оставляю. Такая себе универсальная камера, которую можно и переносить по дому, крепить временно, ну и на постоянку в каких-то местах. Дача, пасека, учтите все эти моменты. Все можно просто камеру оставлять, чтобы она писала, например, на карту памяти, потом ее забирать. Для удаленного доступа, понятно, надо ей какой-то роутер 4G. Если дома, то домашний роутер. По Wi-Fi все работает. Все ссылки полезные в описании к видео, на видеонаблюдение. Адрес моей электронной почты для консультаций. Подберу вам, дам ссылку. Вам останется только заказать на Алиэкспрессе все эти дела. Подписывайтесь на канал обязательно. Телеграм. Также телеграм-канал, чат в телеграме по видеонаблюдению. Общаемся, помогаем друг другу. Всем удачи, до следующих видео.